Oh, big doggy Papa. Oh, cute son. You must put cap. You must cap or something like this. Что ты ему рассказал? Ну, как правильно одеваться? И как? Ну, я ему уже сказал. Ну что именно ты ему сказал? Секрет. Тебе Секрет. не понравится. Привет всем! Вы на канале «Замуж в Индии». Друзья, я сегодня надела на себя футболку, которую мне подарила Неха. Вот смотрите, как классно смотрится. Я решила ей спортом не заниматься, а поносить так, скажем так, на выход. Потому что действительно классное, качество хорошее. С шортами самый шик. Вот. И вот еще сумку Бавина тоже сегодня беру с собой. Мы едем, ну, Арам едет по делам, а мы, как обычно, хвостиком. Классно туда все помещается, очень удобно. В общем, я, можно сказать, при параде. И представьте себе, я когда собиралась, Артур первый раз в жизни изъявил желание сам собрать. Говорит: мама, я хочу сам выбрать, что мне сегодня хочется надеть. И вот посмотрите на этот образ. Ну, по-моему, классно, действительно. И папа говорит: папа, ты тоже как-то неправильно одет, надо думать, нужно подбирать, вещи должны между собой как-то сочетаться. Говорю тебе, это секрет. Ну чего это, ну, все знают, все должны знать, Артур. Ну, это мой секрет. Па, what you must eat me? Yes, yes. У нас сейчас почти во всем Матаране отличные дороги. Посмотрите, какие красивые, качественные. Но единственный недостаток, что лошади на них иногда подскальзываются, особенно на крутых спусках. Я сейчас покажу вам, как вышли, скажем так, из положения, чтобы лошади не подскальзывались. Вот, я вам показала там, где крутые спуски, там, где резкий поворот. Специально постелили эти кирпичи так, чтобы они были не такими скользкими. То есть между ними сделали небольшое расстояние, их раздолбили. Ну, в общем, чтобы их копыта были более устойчивы на этой дороге. Потому что были реально случаи и очень даже печальные для лошадей и для тех, кто сидит сверху на лошади. What is this all? They're monkey. No problem. Yes, you need. Huh. You? You must be like this. Yes, okay, you. Because monkey want also. Ah. One. Paparam, very soon they spoiled. No, don't take one. Покажу вам, какие здесь овощи продаются, какие фрукты сейчас, на что сезон. Вот видите, лучок зеленый, но он как-то не привлекает мое внимание сильно, какой-то он потрепанный. Плюс еще пылище на него садится. В общем, не хочется такое, знаете, без термической обработки такое есть, мне кажется, опасно. Парам кричит кам-кам. Я вам уже говорила в прошлый раз, что Парам, как и большинство верующих индуистов, будут держать пост целый месяц. Шравана не есть ни мясо, ни рыбу, ни яйца, ну и, конечно же, не пить алкоголь. Ну и Парам уже говорит, что я чувствую прилив сил, энергии, позитивно мыслит. Ну и, конечно же, такой вот его настрой нам всем, всей нашей семье очень нужен. Ну и, естественно, в этот месяц он будет налегать на фрукты и овощи. Он вообще у нас, в принципе, такой, что следит за питанием, но в этот месяц особенно. Поэтому мы решили зайти на рынок в городе, в Нерале, для того, чтобы купить каких-то фруктов, каких у нас нет в Матаране. У нас в Индии сейчас как раз сезон яблок и груш. Это огромная радость, особенно для Артура, самый его любимый фрукт. Я вообще стараюсь покупать только сезонные, тогда они действительно приносят
пользу организму. Но представьте себе, даже в сезон у нас цены на фрукты не особо радуют. Вот такие вот яблочки, я бы даже сказала, вшивенькие, 200 рупий за килограмм. Груши примерно столько же стоят. И в этот раз нам удалось урвать сливы. Посмотрите, какие они, ну, мягко говоря, не очень. Такие вот в Харькове, допустим, в частном секторе можно было бы бесплатно насобирать где-то, а здесь тоже просят 200 рупий за килограмм. Надо сказать, что индийцы фруктами себя особо не балуют. В основном они покупают фрукты на праздники, готовят из них праздничный салат, там, ну, заправленный молочным соусом, как-нибудь вам покажу. Ну и, конечно же, покупают их своим детям. Я сейчас на тему фруктов вспомнила историю, которая приключилась у нас примерно 3 или 4 года назад. Тогда у нас работал Асид, я думаю, многие из вас его помнят. И мы всей семьей наблюдали его любовную драму. Он влюбился в девушку, которая работала в Мумбаи гувернанткой. И периодически на выходные они встречались, у них были свидания. И как итог этих свиданий девушка забеременела. Асид по-быстрому расписался с ней. И потом через время, когда живот у девушки вырос, она не смогла работать, Асид снял ей комнатушку у нас здесь в Матеране. Она жила там, но кушать приходила к нам в отель Мадумал. У нас в отеле обычно работает 3-4 парня, они получают зарплату, это примерно 10 тысяч, может максимум 15 уносимо. Вот. Но кроме зарплаты они бесплатно здесь питаются и, соответственно, за жилье они тоже не платят. Вот. Ну, многие кормят своих работников отдельно. Это простая еда, рис там с подливкой из чечевицы, либо овощи тушеные, ну и лепешки. Вот. Ну а у нас работники очень хорошо питаются. У нас, допустим, если какой-то заказ, там, я не знаю, ну, скажем, курица жареная, 4 порции, они готовят там 6 порций или 8 порций, ну, в общем, соответственно, тоже едят. Вот, друзья, ну и, значит, продолжим по поводу этой девушки. Вот так она к нам приходила 3 раза в день, кушала. Ну, а я, в свою очередь, каждый день прихожу на кухню и готовлю фруктовые тарелки для себя, для Артура и для Парама. Ну и, видя ее, мы, естественно, с ней уже познакомились. Так вот, я готовлю эти тарелку для себя, для Артура и Парама. И, видя ее, соответственно, беременную женщину, для нее я тоже стала готовить тарелку с фруктами. Я вот так вот ей каждый день подношу эту тарелочку, она берет, даже спасибо не говорит, но она очень-очень скромная. Ну, я как-то, знаете, не обращала на это внимания, мне не нужна была ее благодарность. Я, как, знаете, как доктор, моя обязана дать своему пациенту, пусть ест. Вот, ну и все, прошло какое-то время, так где-то месяца 2 она пожила, потом они вместе с Аситом уехали к ним в деревню, там она родила, слава богу, здоровую девочку. Вот, и потом уже через какое-то время звонит Асит и говорит: можно я приеду работать опять к вам, опять в Мадумалте? Говорит, моя жена сказала, чтобы я ехала работать только к вам, то есть неважно, там, может быть, где-то можно и больше зарплату найти ему уже, как семейному мужчине, но она сказала, чтобы он ехал именно сюда, потому что здесь хорошие люди. Для нее настолько это приятно было, то есть она еще и сказала, что жена Парама меня кормила фруктами, то есть она тогда, знаете, особо никакой реакции не проявляла, но на самом деле ей настолько это было приятно, что она вот даже вот так вот своего мужа отправила к нам, к хорошим людям. Вот, друзья, ну и он действительно приехал, это было давно, он у нас уже поработал, но сейчас на данный момент он работает в Керале, периодически нам звонит и от жены передает привет. В общем, у них все хорошо, слава богу. Сегодня не удастся здесь нормально поснимать. Как говорится, приехали по делами и будем заниматься. А снимать будем потом. Сейчас вот мне надо краску для волос купить. Параму еще в банк надо будет заехать. У нас масала उसको मटर
Пообедать в ресторан Маноча, друга Парама, с которым он 20 лет назад работал в Мумбаи официантом. А сейчас Маноч босс в этом ресторане, так что мы его даже не застали на рабочем месте. За него работают его работники, примерно 10 человек. Но зато мы застали нашего Мана, друзья. Да, он сейчас работает там, в Нерале, и мечтает вернуться к нам. У него просто даже чуть ли не слезы на глазах появились, когда он увидел нас. Не нравится ему работать в этом заведении. Конечно же, в Матаране намного лучше. Это вегетарианский ресторан, и вот эти вот все сотрудники, не вегетарианцы, не должны ни в коем случае готовить никакую мясную пищу на кухне. Именно истинный вегетарианец не будет есть там, где было мясо. Очень хороший ресторан открыл друг Парама Маноч. Ему уже 2-й год пошел этому ресторану, и действительно он процветает, потому что здесь отличный сервис, вкусная еда. И, конечно же, все сюда стремятся попасть, рассказывают своим знакомым и приводят своих друзей. Порота с картошкой. Тоже очень вкусно. Look like pizza, да? Выглядит как пицца. Вот нам еще принесли рис с овощами, кучу соусов. Ребята, а вот еще йогурт. И действительно в такие моменты понимаешь, что вегетарианская еда тоже может быть очень-очень вкусная. Ну, абсолютно сейчас не хочется никакой курицы, никакой рыбы. Настолько все вкусно. Ман здесь работает уже 2-й месяц, но мечтает вернуться к нам. Ману пообещал, что в середине августа заберет его обратно, как раз когда Насим вместе с Хусеном и Халимом поедут в отпуск. Ну, правда, он ему не сказал, что в конце сентября нас уже в отеле Мадумалти, скорее всего, не будет. Вот. Ну, может быть, он будет работать с кем-то другим. Все равно отель будет продолжать работать в любом случае. Ну и раз уж мы завели тему вегетарианства, интересно, что у нас в поселке большинство жителей едят мясо. Постятся только по праздникам. Я имею в виду индуистов. Из моих знакомых только семья Бавина. Вегетарианцы, которые не едят всю жизнь из поколения в поколение. А так у нас в основном касты воинов, это кшатри, или рабочие. И можно есть все, кроме говядины, конечно же. Вот. И вот я поговорила с Нихой, она у нас кшатри, она говорит, что она даже вот в этот вот месяц, они не будут держать пост. То есть она говорит, что у них вообще, в принципе, в семье принято, в ее семье и в семье ее мужа, и в семье ее родителей, в общем, тоже из поколения в поколение, что мясо они едят 3 раза в неделю. У них фиксированные дни, и в эти дни они могут есть там курицу, ну, любое, то есть все, что захотят. Но в основном Ниха говорит, что чаще всего они покупают рыбу, потому что это наиболее полезно. Вот следят за своей диетой. Мужчины, которые работают физически, должны получать энергию с пищи. Ну и считает Ниха, что больше всего энергии все-таки находится в рыбе, в мясе, в яйцах. Ну и, как вы уже знаете, я тоже слежу за питанием, за своим, за Артуркиным. Парам, в принципе, сам следит за своим питанием. Стараюсь есть как можно больше фруктов, овощей. У нас тоже есть как бы разгрузочные вегетарианские дни, в основном по понедельникам. И вот лично я стараюсь не есть после 7 вечера, иногда даже раньше. По утрам я стараюсь как можно больше углеводов, сладостей, потому что без них не могу жить. Ну и потом обед такой плотный, а на ужин уже что-то легенькое. Мне такой вот способ, такой вот образ жизни помогает держать себя в хорошей форме. Напишите, пожалуйста, в комментариях, поделитесь, пожалуйста, вашим опытом, как вам удается держать себя в красивой, хорошей форме. Боже мой, представьте, сейчас Пара мне показал 3 повара здесь. То есть
один готовит там лепешки, другой готовит индийскую кухню, какой-то готовит Chinese food, китайскую кухню. Парень, который готовит китайскую кухню из Северной Индии, ну, ближе к Непалу. И еще один отдельно, который гриль, чикен. Какой чикен? This is vegetarian. No, grill like paneer. Гриль панир. Тут чикена тут не продается, да, ну, имеется в виду на гриле. Может быть овощи на гриле, могут быть грибы на гриле, может быть панир на гриле. Вот это да. Так, ну все, надеюсь, что бизнес будет здесь процветать, что действительно они заслуживают. Все, сейчас Парам рассчитается и пойдем, да. Вы часто пишете, что вы ходите к своему другу и бесплатно едите. Нет, мы не бесплатно едим, ну, единственное, что, может, какой-то процент с нас не берут, ну, такое как бы. Естественно, друг Парама тоже со своей семьей периодически приезжает в Матерран, останавливается совершенно бесплатно. Вот, так что все тут, все нормально, все по-честному, никто не в обиде. Слушайте, Ман вообще не хочет с нами расставаться, провожает нас. Так он нас полюбил. С такой грустью смотрит на меня, на Артура, хочет навернуться. Но на самом деле Ман изначально работал вот здесь, в другом ресторане, у него был другой ресторан. И потом перешел в Матерран. Сейчас обратно вернулся, то есть у нас такой он кочующий. Выселились из комнаты клиенты, которые отмечали день рождения. Хочу вам показать, с каким размахом, насколько для них важны вот эти вот все декорации. То есть отмечали там торт разрезать и всего делов. А смотрите, сколько труда вложили. Ну, то есть тут уже все, конечно, не так выглядит, как было изначально, но тем не менее. Тут надували полдня шарики. Сколько цветов пришлось уничтожить ради этого праздника. Потом вот это вот уже сняли, буквы там написано Happy Birthday надувные. Обсыпали девушку лепестками роз. А я хоть похожу по этим лепесткам. Не, еще подбрасывай. Угу. Нет, не вот так. Да, здорово. Это для тебя. А не надо, это уже не для меня, я не хочу. На. Не надо. Ай, фу. Подал. Хлопушки еще взрывали. Куча свечей. А где я еще свечки видела? Ну, Вот такие вот плавающие свечки зажигали. Ну, слава богу, хоть пожар не устроили. Да, им веселье было, а вот Халиму сейчас придется долго все это убирать. Вы знаете, в основном ради чего это все делается? Я говорю, в основном это все делается ради эффектных фотографий. Индийцы просто помешаны на этом. Полдня они трудились, снимали здесь номер ради того, чтобы разрезать торт и пофотографироваться на фоне этой красоты. Сейчас уже это, конечно, не красота. Но я, честно говоря, к такому равнодушна. Да, правильно, Артур, говоришь, это сейчас мусор. Можешь поиграться шариками. У нас часто вот дети тоже прибегают соседки. Очень часто здесь устраивают такие дни рождения, что я ж вам не всегда показываю. И потом дети прибегают за этими шариками, бегают по деревне, играются шариками. Не надо, Артур, пожалуйста, не надо мне в комнате никакого дизайна. О, Боже. Артур решил, у него есть свой ящик, где он хранит там свои личные вещи, он решил там какой-то дизайн сделать. А Парам, видите, сейчас пуджу совершил. Иду, котик, иду. Видите, пуджу он совершает без кепки, а сидит за столом, в кафе, в ресторане, везде в кепке. Гирлянда, классно. Вот, единственное, когда Парам снимает у нас кепку, когда ложится в постель и когда обязательно, когда совершает пуджу, религиозный обряд. Остальное его не... Yes, I don't want, Артур want. Я по вечерам не ем. А Артуру сейчас попросим нашего Насима приготовить блины. Вот это мама зашла в комнату.
Будь здоров. Кто эту красоту навел? Я! Вот это да! Вы только посмотрите. Ужин при свечах. Артур, как повезет твоей жене. И вот легендарные тонкие блинчики от Насима в дырочку. Так, ну а на сегодня все, друзья. До свидания, до скорых новых встреч. Пока-пока. Подписывайтесь на наш канал, впереди вас ждет еще много всего интересного.